Леон М. манерный, в тоне все свестит. О Фешине речь. Свестит. Свест. Весть. С вестью он, значит, к нам пришел. О том, что мышление в тоне для него вообще было всегда приоритетным. И это виртуоз в живописи. А у кого Леон в тоне не свестит? Ну, хоть одного назовите, по сравнению, если сравнить с Фешиным, да, с виртуозом в живописи, общепризнанный во всем мире виртуоз. По-моему, не так давно девушка с маникюрными ножницами, посмотрите, какой у него свест там стоит в этой работе. По-моему, она за 250 миллионов долларов продана. Но я могу ошибаться. Ну, вы скажете, не показатель, что за такие деньги покупают. Согласен, потому что это вопрос маркетинга, да. Но, вы знаете, вот почему-то мы, пацанами, ну, когда в Строгановке учились, на перемене куда мы бегали? Ну, там в волейбол поиграть. И второе место, это была библиотека, чтобы посмотреть. Единственный в те времена, это был 83-88 год, я учился. Единственный был альбом Фешина с рисунками, и там была одна цветная его работа. Потом кто-то ее свистнул. Ну, видимо, ему больше надо было, чем студентам остальным. То есть в Суриковский я приезжал, то же самое. В академию в Петербургскую то же самое. Ну, там он учился, и там особое почтение. Посмотрите на капустницу его. Где там вы увидите свест, вот этот ваш. Причем было ему тогда, по-моему, 30 лет или 30 лет и 3 года, или 27, что ли. Ну, в общем, молодой человек, и сделал капустницу так, что до сих пор все восхищаются. Копируют ее, ну, когда в академии учатся, копируют там сюжеты из нее, какую-то там фигуру, да, портрет. То есть непревзойденный мастер художественного свиста. Манерный, да? Ну, ладно, манерный, хорошо. Ну, были какие-то у него там такие работы. Девочки там, маленькие портреты. Ну, надо было как-то зарабатывать. Видимо, он все время балансировал между творчеством мощным и между манерностью, чтобы понравиться, значит, кому-то, за исключением Леона М. Репин для вас, Леон, наверняка не манерный. Так вот, у Репина спросили, кто после вас. Он назвал единственное имя Фешин. То есть, кто после вас, ну, вот такого уровня, да, вот такой крутизны. Ну, ладно. Ну, может быть, вы просто живьем не видели его работ, или недостаточно много видели. Лучше, во-первых, живьем, во-вторых, много посмотрите, ну, по крайней мере, в интернете, да. Я помню еще одна Маша такая, не буду называть фамилию, она у меня училась, ну, как бы занималась, да. И я советовал всем студентам сходить на выставку Фешина, которая была в инженерном корпусе в Лаврушинском, в Третьяковке. И она пришла как-то на следующее занятие и сказала, какая грязь. Если бы рядом не было выставки Шагала, то день пропал бы зря. Да, видимо, бывают диаметрально противоположные восприятия мира, цвета, ну, всего остального, что вот для кого-то это грязь. Грязь, она имела в виду отношение, видимо, она психолог, к женщине. Но, может быть, характер у него был сложный, взрывной, и они расстались с Александрой. Она увлеклась там другим человеком, по-моему, каким-то издателем, писателем. Ну, в общем, увлеклась. И он прожил всю жизнь с дочерью, которая вот с ним была. Ия очень много во всем помогала. Она была, по-моему, балериной, танцовщицей, это точно. Я был в Таусе, в доме, который построил Фешин, и в каждом углу, в каждой мебели, которую он собственными руками делал, видна была любовь и надежда на то, чтобы жить вместе с семьей.
Это просто... Он же признан, этот дом, самым лучшим в Америке, ну, в какой-то из тех лет. То есть его проект, дизайн, каждая дверь, каждая, я не знаю, какая-то тумбочка или стул, сделана руками Николая Фешина, мне сказала о том, что это не грязь, а проявление любви. Ну, взрывной, ну что, бывают всякие взрывы. Но что за этим стоит? И он извинялся, он хотел наладить отношения. Но мы об этом ничего не знаем, и так осуждать. Дело даже не в этом. Отношения отношениями, но на живопись сказать грязь, вот у меня как-то вот это странно. С другой стороны, я убеждаюсь, что вкусы настолько разные, и это замечательно. Вот как, я не знаю, в ботаническом саду растут разные цветы, разные деревья, навоз тоже есть. Им удобряют те растения, чтобы лучше росли. Я слышал. Майя. В каком-то октябрьском видео вы говорили, что в феврале планируется мастер-класс «Самарканд». В ваших планах на год этой информации не услышала. Не будет мастер-класса в Самарканде? Я с февралем ошибся. Лена Ушакова меня очень сильно зовет туда поехать. В удивительные места я не был. Там, в Самарканде, и вообще еще в каких-то там местах Узбекистана. Она говорит, что волшебной красоты, я абсолютно ей доверяю. Но на тему месяца мы подумаем, когда это сделать лучше. Ну, наверное, не в феврале точно. В феврале будет академичка. На сайте есть информация. Вышний Волочок, академический, дача имени Репина. Записывайтесь, и будем работать там. Зима замечательно. Сарочка, Вячеслав, кто для вас муза в жизни? Очень красивый вопрос, спасибо большое. У меня нет вот в теле человека какой-то одной музы. Я скажу так, что сам факт того, что я просыпаюсь, вижу мир, каждый день наполнен какими-то новыми чудесами, новыми, я не знаю, встречами, бывает, что знакомствами, и каждая эта встреча, я не знаю, просто вид какой-то, который вот открывается тебе, потому что каждый день не похож на другой. Вот это, наверное, муза и есть. Сама способность видеть мир, какое-то время, отпущенное нам, видеть, и дар даден, да, он вот сконструирован. Нельзя сказать, что прям он дар с детства. Его мы создаем в течение жизни, и все время оттачиваем на осилке этот ножик, затачиваем острие этого дара, чтобы на холсте воплотить, не передать то, что ты видишь, а воплотить, сделать произведение искусства. И когда ты это делаешь, это и есть муза. Ты смотришь на палитру и видишь цвета, которые вот смешаны, как в каждом, ну я не знаю, замесе происходит такое чудо, это и есть муза для меня, да. Но главное, из чего состоит вот эта музыкальность, вот это жадный взгляд, ну, каждый день на то, что тебе он посылает. И это может быть что угодно, в магазине, как просто вот что-то происходит, я не знаю, на тренировке, прохожие, наброски, какие-то мотивы. Ну, в общем, муза – это моя жизнь. Я думаю, каждый из вас согласится с этим. Или работы, я смотрю, например, листаю в интернете работы друзей или каких-то очень, ну, любимых мною художников. Вот это муза. Я вижу ошибки, или я вижу совершенно потрясающее исполнение. Ну, вот это тоже муза. Музыка, кстати, если звучит, которая мне близка в этот момент, вот резонирует что-то внутри, вот тебе и муза. Тишина, опять же. Кошка сидит на подоконнике тоже. Друзья, все к тому, что во вторник я вас приглашу, пока не точно, на вебинар, на котором мы порисуем, и я представлю новый курс, который сделал для вас по живописи натюрморта. Будет интересно. Я попозже сообщу эту самую локацию, как она называется, ссылку прямую для того, чтобы вы
зашли в этот кабинет, где будет проходить вебинар. Так что надеюсь, что ко вторнику мы успеем все подготовить. Алиса Селезень, у меня вопрос по поводу больших портретов с натурой маслом. Используете ли вы имприматуру? Бывает, что использую, бывает, что нет. Начинаете ли вы с темных тонов, когда пишете человека, или сразу раскладываете по пятнам? Все равно, с чего начать. Но если это портрет, закладываю сразу, вот, наверное, вот эту, да, вот, лицо, там, шея, руки, вот этот цвет, бам, к нему можно построить дальше в темное, желательно из этого в свет, и тогда появляется вот этот расширенный диапазон, в котором все потом уточняется по пятну. Я заметил, что у вас темные контуры в лице появляются за счет верхних светлых слоев. Пишете ли вы за один сеанс или бывает повторно? Бывают повторные, но люблю все-таки за один, потому что вот какая-то энергия, посыл такой, можно побольше поработать, но лучше за один. Бывает, что полчаса, бывает, что несколько дней. Разные портреты, имприматуру бывает, что использую. Причем то, что остается на палитре, я могу намазать разными цветами холст. И потом он где-то там просвечивается, остается. И такая вот появляется декоративная какая-то связующая внизу. Вот это подсвечивает гамма. Не везде ж прописываешь.